прошлой серии «Бедной Насти». Анна крепостная. Да ты в своем уме, дура. Где ты ее спрятал? Где? Да мне нет до нее никакого дела! Понял? Я с Анной порвал все отношения! Я украл часы в доме собственной тещи. Вы меня разочаровываете, Зита Петровна. Отец не приемлет моих аргументов. Я не могу влиять на судьбы России. Как это она сбежала? Всю округу обыскать! Видеть хочу ее передо мной! Ваше императорское величество, к вам Василий Андреевич Жуковский. Проси. Проходите, Василий Андреевич. Вот подвожу итоги заседания. Подсчитываю все за и против. Я только что от его высочества, Ваше Величество. И как он? Собирается отказаться от престола наследия. Настроен весьма решительно. Чушь. Посажу под домашний арест, рано или поздно одумается. Наследник молод, горяч, но не только это руководит его теперешними поступками. Вот как? Что же еще? Отсутствие выбора. Юношеская блажь. Перебесится. Возможно. Возможно. Но пока Александр Николаевич не будет всецело увлечен укреплением российского трона, он всегда будет находить более легкие, доступные увлечения. Я полагаю, у вас имеются предложения на сей счет. Прошу. Александр Николаевич выказал заинтересованность в реформе Конкрина. Да, я знаю. И немалую. Реформа интересна. Но ее последствия могут быть непредсказуемыми. Но будущее Российской империи без наследника еще более непредсказуемо. Ваше Величество. К чему вы клоните? Положение только усугубится, когда в Европе пойдут слухи об отречении Александра. С другой стороны, у вас есть еще и Константин, Ваше Величество. И, ну, возможно, мои опасения беспочвенны. Может быть и нет. Возможно, я что-то упустил в докладе министра Конкрина. Похоже, Александр весьма подробно изучил проект. Цесаревичу необходимо ощутить вкус перемен сейчас, а не в отдаленном будущем. Осознать свою причастность к истории. Благодарю вас, Василий Андреевич. Анна, ты должна быть где-то здесь.
другой стороны, если бы она была здесь, Корж бы ее уже нашел. Аня? Ты здесь? Аня, я знаю, ты здесь. Все-таки тебя люблю, душа моя, при имени твоем трепещет, печаль по-прежнему сжимает грудь мою. Я за тебя, Создателя, молю, я за тебя, Создателя, молю. А время идет. Она, быть может, уже за много верст отсюда. Эй, все, кто меня слышит! Цыгане! Кто хочет мешок с монетами? Я ищу беглую крепостную, которая выдает себя за дворянку. Кто приведет ее ко мне, получит обещанное. Ваш вожак знает, где меня найти. Где бы она ни была, я ее поймаю. Не переживайте. Софья Петровна, а я слышу, кто-то подъехал. Думаю, пойду посмотрю. Какой тяжелый день, Тань. Угу. Словно не день, а год. Ничего. Вот вы сейчас согреетесь, поспите, и все пройдет. А где Андрей? А он как вас проводил, так пошел к себе. Даже не приказывал свечи принести. Он последние дни сам не свой. Хорошо, что Наташа приехала на свадьбу. Андрюша ожил. Руки у вас, как лед. А тебе не показалось, что Андрей с Наташей о чем-то договорились? Может, они день свадьбы уже назначили? Знаете, мне до этого права дела нет. Я все равно их свадьбы не увижу. Вот завтра же соберусь и уеду к Елизавете Петровне. Вот о ком душа болит. Как я сейчас там. Елизавета Петровна, Марья Алексеевна не весь что про нас подумает. Брачная ночь, а дочка к маменьке бежит. Кому рассказать?
Засмеют. Так ведь у нас с вами, Андрей Платонович, общих интересов нет. Только что часы. Это дело поправимое. Дайте только время. У хорошего мужа жена всегда довольна. Андрей Платонович. Ну хорошо, если я все завтра расскажу, Марья Алексеевна. Вы меня простите? Только если вы скажете, за что вы с цыганом расплатились. Ну, это было старое, забытое, неинтересное дело. А вы потрудитесь вспомнить, куда вы дели маменькин подарок. Какой подарок? Ну, этим часам в ломбарде лежать на пыльной полке. Ах, так. Тогда потрудитесь сказать маменьке то же самое. Ну, что вы меня всю маменькой пугаете? Маменька, маменька, что, дитя малое? Сейчас узнаете. Угомонитесь. Елизавета Петровна. Ну, погорячился. Грешен. С дуру часы вашего папеньки старыми назвал. Хорошие часы, восхитительные часы, прекрасные часы. Их цены им нет. Андрей Платонович, ну вы что ж хотите, чтобы я вашу глупость в тайне хранила? Ну хорошо, я согласна, но при одном условии. Все, что угодно. Вон отсюда. Так как же... Вон. А мы же... Андрей Платонович. А приласкать? Андрей Платонович. А приголубить? А я вот здесь, на краюшке у ваших ног, не шевельнусь и буду тих, как мышка. Вот так, вот так, вот так, вот так. Ой. Андрей Платонович. Фу, да вы на покойника похожи. Я их до смерти боюсь. Андрей Платонович, выбирайте. Сделка есть сделка. А где же я буду спать? Вы? Где угодно. Только не в моей спальне. Господа, я подумал, что слишком поспешно принял решение на нашей прошлой встрече, не выслушав все аргументы. Поэтому я решил пригласить вас еще раз, чтобы разобраться в ситуации со всем тщанием. Кто начнет? Ваше Величество, я считаю, что выпускать сейчас кредитные билеты по новому образцу преждевременно. Мне кажется, что между вашим мнением и мнением господина Конкрина нет разницы. Егор Францович, вы не могли бы зачитать? Ваше Величество, вы позволите? Вначале произвести скупку старых ассигнаций и с расчета 100 серебряных рублей за 350 рублей ассигнациями. До той поры, пока в ходу ассигнации старого образца, новые кредитные билеты фрасмен не поступают. Ну что ж, это разумно. Но по-прежнему остается проблема. Как отнесутся к этому люди? Как заставить поверить их, что реформа призвана не ограбить их, а наоборот, укрепить и возвеличить нашу страну? Не слишком ли мы много берем на себя, заранее решая, каково будет мнение народа? Если всю жизнь жить в страхе, что народ не поймет, невозможно никакие действия, никакая политика. Я тщательно изучил проект господина Конкрина. Мое мнение, реформа имеет серьезные недостатки. И тем не менее,
Я полагаю, реформе следует дать ход. Ваше Величество! Ваше Величество, в первую очередь нужно разъяснить реформу образованным кругам. Начать с петербургских и московских журналов. Провести заседания в научных кругах и купеческих гильдиях. Я полагаю, что только на практике мы сможем понять все достоинства и недостатки. А в том, что время реформы пришло, у меня сомнений нет. Во всяком случае, мое мнение таково. Это только робкое начало. Надеюсь, в будущем у меня найдутся продолжатели. Анна! Анна! Можете выходить. Этот проницательный человек уже ушел. Опять Анна. Спасибо, Михаил. Вы очень убедительно говорили с Карлом Модестовичем. И когда вы сказали, что хотели купить меня только для того, чтобы сделать своей рабыней, я даже в это поверила. Я должен был что-то отвечать. Я сказал первое, что пришло в голову. Это странно. Мне показалось, вы были довольно искренни. Аня. Я очень хорошо чувствую фальшь, Михаил. Ну что, друзья мои, Модестович ушел, но может вернуться в любой момент. Сейчас самое важное – убраться отсюда. Нам необходимо попасть в дом Забалуева. Если бы это было так просто, я тебе уже говорил, у него охрана. Такая многочисленная, что двум офицерам не под силу. Нужно разведать, сколько охранников, как они вооружены. Угу. Пересчитать собак. Не мешало бы. Придется рискнуть. Я пойду с вами. Не надо. Ну почему? Возможно, сейчас вы этого не понимаете, но я смогу вам помочь. Боюсь, вы переоцениваете свои силы. Конечно, я не смогу оглушить охранника, но женщина иногда может сделать больше, чем мужчина. Анна, должен заметить, что охранники вооружены. Любой из нас может умереть. Но если Владимир Иванович не вернется в поместье, мне тоже жизни нет. А потом вы сказали, что здесь опасно оставаться. Если вы уйдете одни, я все равно пойду за вами. Ладно. У нас нет времени спорить. Пойдемте. Василий Андреевич, выпейте со мной. Ей-богу, нам есть что отметить. Я и представить себе не мог, что нам удастся протащить это решение. Вам, Александр Николаевич. Василий Андреевич. Василий Андреевич. Мария Дармштадтская ждет вашего решения. О, да. Сейчас меня это более всего волнует. Преемственность трона включает наследование политической линии. Вам самому скоро понадобится наследник, а мне новый ученик. Василий Андреевич, я действительно считаю, что жениться без любви – это преступление. Ну, вы не станете отрицать, что Мария прелестнейшее создание. Прелестнейшее. Прелестнейшее. Она готова пожертвовать всем ради вас. Вы не сможете не полюбить такую женщину. На всю жизнь?
Тебе-то чего не спится? Подарки разбираю. Барыня приказала. Давеча из поместья Долгоруких привезли. Черт знает, что творится в этом доме. Ну, где ты видела, чтобы посуду в библиотеке разбирали? А я и знать не знала, что в нем. То ли тарелки, то ли книжки, то ли... Теперь знаешь. Ступай в буфетную. Слушаюсь, барин. Так, а это что? Как это здесь? Ну-ка, дай сюда. В нее барин соль насыпает. Давайте заверну. Успеешь. Потерпи до утра. Ступай, ступай. Присядь, Тань. Давай поговорим. Я все равно сейчас уснуть не смогу. Какой уж тут сон. Глаза закрою и вижу, как она под венцом стояла. Лицо-то у Лизы будто каменное сделалось, а рядом этот. В церкви хоть люди были, а сейчас ей каково? Знаете, я, признаться, когда Владимира Ивановича в церкви увидела, я вот подумала, что все у них сладится. Да, значит, не судьба. А как было бы замечательно. Такая красивая пара. Ну, видимо, на одной красоте счастья не построишь. А у них, правда, все могло быть очень хорошо. Помните, как они глядели друг на друга? А какие он ей стихи читал. А я помню, смотрю на них и представляю. Я в Петербурге на балу. Подходит ко мне статный, черноволосый офицер. Знаете, мне тоже черноволосые нравятся. Подожди. Мы танцуем. И он говорит, я не представляю свою жизнь без вас. Угу. А потом добавляет, но у меня есть другая. Да ну тебя, все испортила. Ой, да не надо вообще этой любви, если она такая. Что теперь говорить? Что сделано, то сделано. Но я вот, признаться вам сказать, я не понимаю, почему Елизавета Петровна отказалась от предложения Владимира Ивановича. Она ведь его так любит. Да она-то любит, а он ее. Знаешь, что мне Лиза сказала? Что лучше жить с нелюбимым. Не могла она так сказать. Подожди, она сказала, что хуже знать, что человек, которого ты любишь, никогда не будет принадлежать тебе. Господи, да неужели же у всех так? Одной тебе говорит, что любит, а на другой женится. Да совсем не так. Владимир Иванович как раз и не смог ей сказать, что любит. И поэтому она выбрала ненавистного Забалуева. Бедная Лиза. Ну, будет. Нельзя так, Софья Петровна. Все обязательно образуется.
двойное течение. Это тот сторож, с которым я сцепился в прошлый раз. Побереги голову. Лучше подумай, как заставить его распахнуть ворота. Стрельбу открыть. Чем? Снежками? Не уверена. Они все сбегутся. А я думаю, что... Что если потребовать открыть именем закона? Не похоже, чтобы они обращали внимание на закон. Знаете, что я думаю? У них свои законы. Им платят за то, чтобы они никого не впускали. Тогда придется положиться на внезапность. Иного выхода нет. Выход есть всегда. Анна, куда? Подожди. Она что-то задумала. Помогите! Помогите! Вы передумали? Вы решили не встречаться со мной лично? Вы решили, что я трус? И, наверное, это так и есть. Я не нашел в себе смелости сказать это вслух. Мне было проще выразить свои мысли на бумаге. Я возьму вашу руку и ваше сердце. Софья Петровна, ну будет вам. Так ненароком Андрея Петровича разбудим. Пусть хоть он поспит. Знаете, вам бы лучше в поместье Корфов остаться. Вот стучали бы в дверь и спрашивали: Андрей Платоныч, не скажете, сколько на ваших золотых? А он? На которых? На тех самых, которые тебе Танька-разбойница вытащила. Ой, так они уже не ходят. Я и сам, признаться, еле хожу. После того, как мазурку с Елизаветой Петровной станцевали. Мазурку нам с Андреем Платоновичем. Елизавета Петровна, прошу вас, помедленнее. Андрей Платонович, перестаньте мне на ноги наступать. Пардон, пардон, я больше не буду. Андрей Платонович, вы музыку слышите? Или вам медведь на ухо наступил? Да-да, тот самый, от которого я вас так героически спасал. Знаете что? Вот мне кажется, Елизавета Петровна покажет этому герою. Дай-то Бог. А иначе и быть не может. Думаешь, все будет хорошо? Конечно. Неужто мы счастья не заслуживаем? Как хорошо, что вы пришли.
Я вас ждала. Мне очень хочется поговорить. Вы не спешите? Это не срочно. Я очень хочу услышать от вас хорошие новости. Он предложил мне свою руку и свое сердце. Это же чудесно. И как это произошло? Сначала было нехорошо. Он совсем мне не писал, затея с письмами чуть не провалилась. Вы уехали, не было ни одного письма. Потом мы поговорили, может быть, это странно, но мне показалось, что он писал не мне. Кому же он мог писать? Госпоже Нарышкиной. Александр не разделяет ее чувств. Ну, это не важно. Важно, что он попросил мою руку, а я готова дать ему все. Мне ничего не надо, только... Что? Я хочу, чтобы он был счастлив так же, как и я. Ты задумался, мой мальчик? Мне есть о чем подумать. Надеюсь, это приятные мысли. Разумеется. У меня и для вас есть радостная новость. Я предложил принцессе Марии руку и сердце, и она дала мне согласие. Это вы называете радостной новостью? А что может быть радостнее, чем решение двоих соединить свои судьбы? Да, ну, когда двое любят друг друга. Я прошу вас, матушка, не перечьте больше этому браку. Двое пришли к обоюдному решению. Не знаю, что и думать. Не далее, как вчера, вы просили отца отослать Марию домой. Сегодня вы делаете ей предложение. Саша, милый, объясни, от чего ты так поспешно изменил свое решение? Не принимайте близко к сердцу, матушка. А разве не разумно с моей стороны просить такую девушку стать моей супругой? У меня дурные предчувствия. Будешь ли ты счастлив с ней? Ну что вы, матушка, разве может этот ласковый ребенок сделать кого-либо несчастным? Ну, что, если она сама будет несчастлива? Я обещаю приложить все силы, чтобы такого не случилось, матушка. Она любит тебя, это очевидно. Но ты не должен вступать с ней в брак, если не уверен в своих чувствах. Решение принято, и оно неизменно. Передайте отцу, что можно начинать приготовление к свадьбе. Ну, давай, давай. Еще так еще. Ну? Помогите, помогите, умоляю вас. Помогите. Карета перевернулась. Мой муж, ему плохо. Разбойники напали. Помогите, умоляю вас. Разбойники напали. Этого еще не хватало. Я умоляю вас. Нога. Мы были на свадьбе в соседнем поместье. И что? Возвращались домой, лошадь понесла. Карета перевернулась. Господи, господи, нога. Мне плохо, Так, помоги. ты самый молодой. Ну-ка, ну-ка, иди, помоги. Человекам плохо. Так. Вон там недалеко. Карета. Карета на обочине. Слышишь? Возле дороги. На обочине возле дороги. Пойдемте на свежий воздух. Нам надо подышать. Пойдемте на воздух. Там собаки. Я боюсь. Да, собаки. Быстро иди привяжи собак. Быстро! Человеку на воздух надо. Держитесь, держите. Осторожно. Я вас прошу. Я вас прошу, Воды. осторожно. Воды. Сейчас. Подождите только. Сейчас, сейчас. Господа, только держитесь. Только держитесь сейчас. Сейчас все будет. Вот.
Добро пожаловать в поместье Забалуева, господа. Почему вы решили, что Александр Николаевич несчастлив? Это не тот человек, с которым я познакомилась в Гессен-Дармштадт. Тогда он был еще совсем мальчишкой. Сколько воды утекло с тех пор. Воды? Неважно. Нет, он очень сильно изменился. Разве может человек так измениться за короткое время? Александр так много путешествовал по России. Он насмотрелся ужасных вещей. Это его отрезвило. Он бы не сделал вам предложение, если бы не любил вас. Нельзя все осуждать. Музыка лечит от этой болезни. А почему же он такой страстный на бумаге и такой чужой, холодный, когда видит меня? Когда я гостила у князя Андрея в поместье, он тоже был вежлив, обходителен. Но такое впечатление, что он со мной и еще где-то. Его мысли блуждали очень далеко. Да. И Александр со мной и еще с кем-то. Они все такие. Мой брат, например, тоже влюблен, но никогда не откроет свои чувства из боязни быть осмеянным. Мы же не будем смеяться. Они этого не понимают. Может, им нужно все время объяснять? Говорить, что Андрей самый лучший, самый умный, самый красивый. Нет. Это Александр самый умный, самый лучший, самый красивый. Андрей! Александр? Андрей! Александр! Андрей! Александр! Александр! Что мы наделали? Это не страшно, это совсем не ценная вещь. Дело не в этом. Разбитое зеркало – плохая примета. Нас ожидают неприятности. Андрей Платоныч, а что это вы здесь делаете? Что ж, в брачную ночь другого дела не нашлось у вас? А я одно дело уже сделал. Моя обласканная спит, красавица. А у вас бессонница. Ну и вам, вижу, не спится. О, да, и думаю, не засну. Что не час, то не легче. Что случилось? Такое узнала, что в себя прийти не могу. Анна-то, хваленая Анна, дворянка, крепостной девкой оказалась. Ах, это Анна. Ну, барон, учутил. Ну, она вам хлопот не доставит. Я о ней уже позаботился. Марья Алексеевна, но вы теперь не одна. Вам есть на кого положиться. Так что можете спать спокойно. Говорят, рюмочка перед сном расслабляет, нервы успокаивает, и все думы темные уходят. Особенно, когда яду насыпешь. Вынесут ногами вперед. Ни забот, ни хлопот. Прошу. Ну что вы, княгиня, ну вы-то знаете, что этот бренди не отравлен. Надеюсь, что нет. Прошу. Ну отчего же не берете? Да от того, Андрей Платонович, что вы знаете, я пью только вино. Вы это знаете? Агнецу плати. Марья Алексеевна, все ваши хитрости белыми нитками шиты. О чем вы? Каждая собака в поместье уверена,
что это я отравил почтенного барона Корфа. Только 2 человека знают правду. Догадываетесь, о ком я говорю? Я догадываюсь, Андрей Платонович, что брачная ночь вас с ума лишила. Выпейте. Расслабьтесь. Но вы-то тоже знаете, что я не пью бренди. Как знаете и то, что только один человек предпочитал всем другим напиткам бренди. Покойный барон Корф. Нам-то с вами известно, кто его на покой отправил. Вам-то, может быть, известно, а я теряюсь в догадках. Кто желал его мучений? Кто был в усадьбе в тот день? Кто отравил бренди? Кто наблюдал, как старик пил его? Кто наблюдал за его мучениями? Вы, Андрей Платонович, вы? Это были вы, любезная княгиня. Это вы убили барона